Доброе утро. Сегодня подъем у меня ранний, в 6 утра. И сейчас отправляюсь на знаменитый серпантинчик. Тут есть такой 27 поворотов в этом серпантине. С этого серпантина, через этот серпантин доезжаю до Лиссаботтона, там сажусь на паром и на пароме фигачу на противоположную сторону. Паром в 9:30, поэтому, чтобы все успеть, сегодня пришлось рано вставать. Все, да. Еду в путь. Так, ну что, всем доброе утро. У меня оно вот такое пасмурное. Вот, выезжаю сейчас на часах 7 утра. В 6 у меня сегодня был подъем. Позавтракал, собрался и в путь. Потому что мне сейчас предстоит серпантинчик симпатичный из 27 поворотов. Довольно такой впечатляющий. А в 9:20 мне уже надо быть на пароме в Лиссаботтоне. Вот, оттуда я туда на противоположную сторону. 1,5 часа идет паром. Полюбуюсь с воды видами, там должны быть тоже симпатичные. И оттуда уже продолжу свой сегодняшний путь. Да, утро, конечно, такое мрачноватое. Но ничего. Ну что ж, вперед, поехали. Впереди нас ждут те самые 27 поворотов. Ну вот, тут уже сухая дорога. Может быть, когда до серпантина доеду, и небо чуть посветлее будет. А вдруг? Выглядит, конечно, все максимально затянутым. Но норвежская погода может сменяться быстро. Обычно, правда, она быстро сменяется в плохую сторону. Но будем надеяться, что в моем случае она быстро сменится в хорошую. Меня не перестают восхищать эти исполины. Это, конечно, что-то с чем-то. О, поворотик свой проскочил. Сейчас надо будет развернуться. В горку тяжело. Такие палатки на крышах машин тоже очень популярны здесь. У ребят тоже такая же. Короче, проблемка пришла, откуда не ждали. У телефона, похоже, USB порт накрылся. Не заряжает через него. И уже вчера поймал этот момент, что еду, смотрю, телефон не заряжается. 30% всего осталось.
Но думал, может быть, там что-то это самое с USB-портом мотоцикла, как бы, ну, не стал заморачиваться, это уже в конце дня было. Как бы потом чуть-чуть проехал, он начал заряжаться. Думаю, ну, наверное, точно там что-то глюкнул этот адаптер. А приехал, когда в гостиницу, тоже включая один провод, не заряжает, второй не заряжает. Третий что-то подергал, потом начал заряжать. Ну и вот сейчас еду с утра, тоже зарядки нету. Потом какой-то момент туда-сюда повтыкал. Вроде начал заряжать, 5 минут позаряжал и все, опять перестал. Но у меня с собой беспроводная зарядка есть. Но это, блин, я только в гостинице ей могу воспользоваться. На мотоцикле не особо попользуюсь. Ну, только если как-то резинками какими-то привязывать телефон к этой беспроводной и класть в карман или куда-то. Ну, тут тоже такое себе. А без телефона грустно. Инстой все-таки как-никак могу им управлять. И ну, на Мавике, получается, вообще полетать не смогу. Это у меня только миник остается. А да, кстати, проблемы начались еще вчера, когда я к Мавику подключался. Тоже он там то отключался, то подключался. Вот так. Неприятно это, конечно. Но я еще до гостиницы доберусь, попробую этот USB. Ой, какая красота. Как красиво. До гостиницы доберусь, попробую почистить этот USB-порт телефона. Но что-то мне подсказывает, что не поможет. Ой, как это внутри. Знакомое ощущение, когда поднимаешься в облака. Тут, конечно, наверное, не такая высота, как в Австрии была. Но какая каменная долина. Красотища. Просто потрясающе. Но и опять, это не какая-то топовая дорога, не то, что у меня было там в маршруте обозначено, как там must see, куда надо обязательно ехать и так далее.
Вот просто я еду до той точки, откуда этот знаменитый серпантин на 27 поворотов. И по пути вот такие охренительные виды. Ну, просто. И я переживал за пасмурную погоду, за там дождливую, серость и так далее. Но эти виды невозможно испортить никакой погодой. Вот сейчас пасмурно вроде, туманище и так далее. Но я еду и охреневаю просто с этих видов. Это просто, ну, у меня нет слов, одни эмоции. То, что в других странах, там где-то, я не знаю, там в Австрии, там перевалы знаменитые и так далее, то, что там, куда надо ехать специально, там еще взимают плату, и не маленькую за эти проезды, там, даже с мотоцикла там было, там, я не помню, 15-20 евро за перевал. Ну, то тут это просто дороги, просто, и они концентрированы, ну, вот еду, вот эти дороги, это, ну, в голове не укладывается. То есть уже на данный момент даже, хотя я повторюсь, ну, у меня путешествие еще даже до экватора не дошло, можно сказать, в начале. Я уже первое место по красоте, по видам, по всему отдаю Норвегии. Балканы для меня отодвинулись на второе место, но Австрия только лишь на третье, уж извиняйте. Честно говоря, у меня балканская красота ближе австрийской. Вот это зелень, каньоны, горы, бирюзовая вода. То есть оно все-таки для меня преобладает над мощью, скажем так, горных альпийских хребтов. Так что как-то так. А Норвегия, да, Норвегия это просто на голову выше и того и другого. Она меня покорила. Водопадики. Ну, вы сами все видите. То есть, ну, я не знаю, что тут еще можно добавить, рассказать. И просто вот вся дорога такая. Я уже не могу останавливаться каждую минуту, вот каждый этот вид, каждый пейзаж фотографировать. И как будто и не останавливаться нельзя. То есть надо же это запечатлеть на память. Все, ну, себя торможу, решаю, ладно, фотографии фотографиями, поеду просто насладиться. Прокатиться кусочек и понаслаждаться. Чем прекрасно раннее утро. То, что все туристы еще спят и дороги пустые. Это тот самый серпантин, но может быть я ошибаюсь. Из 27 разворотов. Вертолетная площадка вон там. Начинают просыпаться туристы, появляются велосипедисты, пешеходы вон карабкаются. Собираются все в дорогу.
Они только собираются, а я уже несколько часов в пути. Ну да, похоже, что это серпантинчик. Ох, и горы, и стуканы. Хорошо, хоть сухая дорога. Кстати, раз сухая, переключу с дождевого режима. Ох, как уши закладывает. Да, времени до парома у меня еще целый час. Может быть, поразвлекаюсь, проеду по этому серпантину еще разок, потом вверх и еще разок вниз. Ну, посмотрим. Потому что до парома 6 километров. Там в конце этого серпантина как раз. Да, определенно я по нему прокачусь еще разок. Ух ты, овечки и тут отдыхают. Ой, это жестко. А, кстати, сейчас еще где-то водопад должен быть. А как же хорошо, что пока что еще машин почти нету. Никто не мешается. А то упрешься в жопу какого-нибудь кемперу и все. И жопы. Смотрите, какой это серпантин. 27 разворотов. Отличное место для тренировки мотонавыков. Я после самого первого своего дальняка говорил, что лучше всего учиться кататься на мотоцикле в горах. Или научился, или не научился. Как только права получил, я их получил в середине июля 21 года, что ли, или 20-го. Но не суть важно. Я их как только получил, и сразу же следующим же летом рванул свой первый дальняк. Жена говорила: куда, у тебя же нет опыта, как ты провожал, как в последний путь. Говорят, где же его опыт получать, как не в такой поездке. Ну и да, тогда я знатно по Балканам покатался. Потом прошлый год я покатался по Австрийским Альпам. И потом еще раз немножко по Черногории. В Албанию съездил, в Македонию. Такая насыщенная была поездочка. А этот год, да, уже не думал, что куда-то поеду. Но все-таки в последний момент собрался в путь в Норвегию и очень доволен. Так, как бы только GoPro-шка не подвела, не выключилась в самый неподходящий момент, потому что снимаю уже долго на этой батарейке. А вообще у меня батарейки GoPro-шные тоже немножко в этой поездке сюрприз мне сделали. У меня одна оригинальная, две неоригинальные. И вот эти неоригинальные уже от старости, видимо, деградировали. Они самопроизвольно выключаются, подвисает камера на них и так далее. То есть по факту я с одним аккумулятором остался и с двумя такими инвалидами. Их, ну, типа на крайний случай ставлю, когда GoPro села, ту на зарядку кидаю. А на этом сколько получается, там хоть несколько минут подснять что-то. Так что так. Да, серпантинчик классный, мне нравится. Уши закладывает нереально, но кайфушечка. Вообще для меня, ну, как бы пока не сел на мотоцикл, было дикой неожиданностью. Ну, типа, никогда не думал, что самое кайфовое на мотоцикле — это повороты. Не знаю, я такой кайф все время ловлю в поворотиках, это что-то. Только мне нравится, что ногой какой туннель. Ну, дорожки такие узенькие, как тут две машины разъезжаются, не знаю. Я с мотоциклом не всегда могу с ними разъехаться. А ну все, за этим туннелем, собственно, уже будет паром, насколько я помню.
какая-то уже финишная петля такая. Петля в туннеле. Телефон даже немножко начал заряжаться. Уже хорошо понял, что там люди, что ли, ходят по туннелю, поэтому. Да, нифига себе. А разве в туннеле разрешается людям ходить? А, туннель тоже на нереальный спуск идет. Уши просто. Ну и да, распогаживается. Вдоволь накатавшись по серпантину и отдохнув у водопада, я отправился к парому для прогулки по Люсифьорду. Задумка была, наслаждаясь видами, проплыть через весь фьорд до городка Форсант и оттуда уже двинуться на север по живописной дороге Рюфельке. К сожалению, во время следования парома погода оставляла желать лучшего. Но даже несмотря на это, на протяжении всех 2 часов, что шел паром, у меня не удалось присесть ни на минутку, настолько я был увлечен видами Люсифьорда. Но это чуть позже. А пока, подъезжая к очереди на погрузку, я радовался голубому небу в облаках. Погрузка шла довольно быстро. Кстати, обратите внимание на этого мотопутешественника на таком же BMW, как у меня, но с фаркопом и огромным прицепом. У вас есть идеи, что это там? Как я узнал позже, там в прицепе с ним путешествуют 2 собаки. Итак, чисто символическая проверка билетов пройдена, и я могу въехать на борт. Уже отсюда с причала видно, насколько впечатляющая поездка по фьорду меня ждет. А значит, время дать немного мотоциклу отдохнуть, а самому подняться на верхнюю палубу для лучшего обзора. Кстати, обратите внимание на эту пару молодых ребят из Германии. Это удивительно, но я буду встречать их еще неоднократно в разные дни и в разных частях Норвегии. И чуть позже пообщаюсь и познакомлюсь поближе. А если интересно не пропустить продолжение, не забывайте подписываться. А сейчас вперед, путь по Люсифьорду.
что, вот я и приплыл на вторую сторону. Только что плыли под этим мостом, вот оттуда, и там зашвартовался паром.